Как избавиться от скрипа деревянных полов? Полы начинают скрипеть, когда доски трутся друг об друга. Неплотное прилегание к лаге. Лаги – это основание деревянного пола, который находится под досками. То есть нам требуется протянуть саморезами к основанию пола. Чтобы найти, где находится эта лага, стоит лишь посмотреть на доски и найти торчащие шляпки гвоздей. Если шляпки отсутствуют, как в данном случае, можно взять магнит и с помощью поискать, найти шляпку, отметить ее. Можно сделать это по краям комнаты, но я сейчас делаю через доску примерно, потому что лаги у меня расположены не перпендикулярно относительно стене. Поэтому, как вы можете увидеть, вот они настолько, она кривая, поэтому я через доску делаю и прокручиваю уже по порядку. В той части комнаты лаги более ровные. Здесь я нашел здесь, с этой стороны и с той стороны гвозди. И лазерным уровнем прострелял. Черту я отметил. Так, саморез, которым будем закручивать, должен быть обязательно с неполной резьбой, чтобы прижал доску к лаге. Продемонстрируем. Саморез обязательно утапливаем примерно на миллиметр-полтора. Если вы промахнетесь мимо лаги, саморез у вас закрутится вот так. Продемонстрирую, как это у меня было. Видите, он не утапливается до конца. Хотя магнитом шляпки гвоздей здесь найдены. Вот на этих отметках. То есть лага здесь неполноценная. Здесь огрызок вставлен на 3 доски с смещением влево. По методам тыка я ее нашел. А потом идет полная, более-менее цельная лага. Также лагу можно найти не только по шляпкам. Вот в этих местах лагу я нашел, демонтировав плинтус, я засунул туда руку. Визуально ее не видно, ее просто нащупать рукой легко. Здесь я нащупал, здесь и поставил 2 отметки. И также стрельнул лазерным уровнем с той стороны и сделал отметки. Но здесь сугубо индивидуальные. Лаги, вот посмотрите, как они идут. Огрызками, и такое ощущение, прям они с поворотом. Ну вот, сейчас протягиваем. Скрип, как вы можете услышать, нигде не допускается. Если где-то будет появляться после прокрутки самореза, буду дополнительно вкручивать в эти места самореза, только уже под углом. Также хотел отметить, доска у меня примерно 90 миллиметров, поэтому я вкручиваю один саморез. Но также есть места, где у нас доска 120 примерно миллиметров. Туда я вкручиваю по 2 самореза. О, здесь один. Надо сейчас будет второй сюда загнать на всякий случай. Ну, доска тоже широкая. 2 самореза. Но это уже сугубо индивидуально. Если у вас будет оставаться скрип после одного, то вкручивайте больше саморезов.